Друзья, привет! У нас уже лето, начало июня. Школа закончилась. Диана сейчас в кемп ездит. Ну, а мне по утрам заниматься нечем. Теперь я не хожу в школу, поэтому хотя бы выхожу прогуляться. Потому что работа сидячая, и за весь день особо не подвигаешься. Поэтому хотя бы прогуляться здесь можно. Насладиться еще прохладой утренней, пока она еще есть. Потому что днем уже 37-38, уже особо надолго не выйдешь. Такая вот техасская погода. На самом деле лето – это самая затратная пора для родителей в США. Потому что, в частности, у тех родителей, чьи дети ходили в школы, неважно в какую, государственно имеется в виду, они ходили туда бесплатно, и это денег особо не стоило. Когда же у тебя школа закончилась, надо ребенка куда-то на лето пристроить. Его, конечно, можно и дома оставить, но дома он, когда ты работаешь на удаленке, будет мешать, во-первых. Во-вторых, ему социализация нужна, и поэтому это не самый лучший вариант. Поэтому родители отдают детей в кемпы. Кемпы – это такие летние лагеря. Их, в принципе, очень много, и есть хорошие, есть получше, похуже и так дальше. Те, что самые лучшие, в принципе, там места занимаются еще, наверное, с марта месяца. Поэтому американцы очень бдят хорошо. Они умеют за много месяцев спланировать свой отпуск, купить билеты, забронировать отели. Даже в самые горячие праздники, пока еще не слишком большие цены. И так же самое они классно все делают, планируют лето для детей. Поэтому, если кто-то из наших не успел, то может уже не успеть. Диана тоже у нас ездит в кемп. Стоимость кемпа где-то $240 в неделю. То есть это, грубо говоря, 1000 в месяц. Те, что чуть подороже, кемпы, там 1200-1300 в месяц может быть. Поэтому, как видите, эта статья довольно-таки немаленькая. Когда ребенок ходит в школу, там, в принципе, копеечные расходы. А если у кого-то двое детей, то это уже 2000 плюс в месяц лишних расходов. И это, конечно, ощутимо на бюджете. Поэтому лето это прекрасно, но лето это дорого. Вот, оцените, ребята, как бензин подорожал. 4,60 за самый дешевый, который, и дизель по 5,50. Я, конечно, не скажу, что мы счастливы этой ситуации, но мы понимаем, из-за чего все это произошло, и мы поддерживаем таким макаром тоже все события. Бензин был не самой дорогой категорией в нашем бюджете. Грубо говоря, это была та категория, которую ты не замечаешь. Сейчас он в 2 раза вырос, был до подорожания где-то 2,30, 2,40, 2,50, смотря где. Сейчас, как видите, 4,50. Конечно, да, неприятно, но не смертельно. Живем, не переживаем, продолжаем жить. Надеемся и верим в лучшее. Вот, наконец-то Диана уже в кемп собралась. К счастью, это не на 6:40, как мы на автобус ездили, да, Диан? Можно поспать немножко. А у кого-то... я как раз даже сама рано проснулась. Молодец. У кого-то сейчас каникулы будут в самом разгаре. Вот это вот въезд в лагерь уже. Сейчас проедем к ее корпусу, выгрузим Диану, оставим на целый день и домой работать. Такая она жизнь. Классно здесь место, очень много тени, большие деревья. И идем. Дианочка довольна? Супер. Ребенок довольный, значит, хорошо. Все, Диана уже в кемпе, теперь можно заняться своими делами. Первым делом сейчас заедем на заправку, потому что машина кушать хочет. Заскочим, что-то купим в магазине, что-то пожевать, каких-то фруктов, наверное, на сегодня. И за работу беремся, погнали. Воу, подивіться, які ціни на бензин зараз. Вау, а в нас машина елітна, тому треба такий ось бензин брати. Я вчора побачив фотографію, де в Каліфорнії бензин вже по 9 з чимось було, майже $10 за галон. Це дуже велика ціна. Я не знаю, як люди в Каліфорнії живуть з ними зараз, але це, мабуть, електромобілі зараз наше все, мабуть. Ось так от, не в самий пустий бак на майже $70 заправився. Колись 30 було. Круто, але що робити? Живемо далі, насолоджуємося. Ребята, кто-то из вас неоднократно писал, чтобы я купил себе петличку, ибо звук был очень плохой и хочется иметь качественный звук. Я с вами, конечно, согласен, однако петличка хорошо работает в каких-то постановочных видео, где вы либо сидите, рассказываете, либо идете, у вас четкий напланированный маршрут и так дальше.
Когда мы записываем влог, это, конечно, намного сложнее, потому что во время влога ты просто бросаешь камеру в карман, есть какой-то момент, который надо показать, ты достаешь, нажал кнопку, записал, нажал кнопку и спрятал. Все, это минимум действий и минимум дискомфорта. В случае же с петличкой все же намного надо больше движений делать и намного больше носить этого всего добра. Потому что я сегодня пока собирался, набрал больше необходимого инвентаря за счет петлички и, соответственно, пока пришел к машине, заметил, что я ключи не взял, то есть все же это отвлекает. И со второй проблемой я столкнулся, это то, что в магазине записал целую там сцену, а в итоге оказалось, я не включил петличку. И вот вся проблема. Поэтому петличка это хорошо, но она не всегда удобна бывает. Вот так это выглядит в моем случае, то есть передатчик, приемник, шнурок, это переходник для GoPro. И потом только все это дело будет записывать звук из петлички. Соответственно, у тебя на руке намотана куча проводов, и оно вообще неудобно, если честно. Поэтому, где будет возможность, я буду стараться ей пользоваться, но это не значит, что все 100% кадров. Поэтому уж не обижайтесь, я буду стараться. Ребята, кто смотрит мои видео с самого начала, возможно, помнит, что в первые месяца жизни здесь, в Техасе, мы сняли гараж туда. И после чего мы его опять отдали, он у нас буквально месяца 3 пробыл. Сейчас опять, чтобы расхламить дом, сняли гараж, и он как раз рядом находится. Вот наш был следующий тогда, а теперь на один ближе. Поэтому сейчас загрузим некоторые вещи, поедем, поделаем очень хорошие дела. Сейчас лето, пора эти знаки уже выложить, пусть отдохнут. Купил, кстати, классную полочку, очень нравится. Намного все культурнее стало, все красивее. И, в принципе, все барахло сюда вынес. А сейчас мне надо вот этот контейнер забрать. В одно интересное место, расскажу сейчас о нем. Немножко обновление такое. Мы в конце прошлого года подняли вопрос покупки жилья. И занимались этим несколько месяцев. Это, конечно, были такие очень хлопотные, очень стрессовые дни. Что-то у нас получалось, что-то срывалось, было очень печально. И в итоге закончилось тем, что началась война, к сожалению. Мы сняли большую даже серию по поводу дома, она почти час вышла, но из-за войны мы так и не публиковали, поэтому этот материал как бы выпал из контекста, поэтому было такое дело, война началась, вообще было не до поиска, поэтому мы взяли первое, что попалось, мы решили взять новый дом, и сейчас этот дом строится, нам обещают где-то к осени его сдать, поэтому посмотрим, получится, не получится, но тем не менее нам надо некоторые работы сейчас поделать, поэтому погнали туда, глянем на наш будущий дом. Вот, пожалуйста, как жируют строители. Куча напитков, пива, все не открыто, пожалуйста. Набирай, это как просто мусор валяется. Я признаюсь честно, новый дом хотел купить, это самое меньшее, что мне хотелось. Мне больше бэушные нравятся, потому что бэушные площадя у них побольше, а вот эти, как я их называю, скворечники. Ctrl-C, Ctrl-V. Напихали просто одинаковых домиков. И все, и живите, пожалуйста. Где-то они больше, где-то меньше. На тот момент, когда мы выбирали, то, в принципе, это все было просто одно большое поле. Там где-то очень далеко в начале дома только строились, и все. И мы выбрали, особо не было на чем полагаться, когда выбираешь. Хотели дом побольше, но они подороже были. Взяли поменьше. На самом деле дом у нас не сильно большой, он около 200 квадрат всего лишь. И пока мы выбирали, смотрели, хотели взять немножко больше, там где-то на 250 квадрат соседний. Застройщик нам сказал, что он уже продан, к сожалению. Поэтому пришлось брать то, что осталось. И из тех участков, которые нам были доступны, мы сделали выбор на одном из них по одной причине. Сейчас покажу. Выглядит пока что вот так дом. Пока перестенок нет, не готовы, они не закрыты. Кажется, что он очень большой. Но когда все это закроется, то будет казаться очень-очень мало места. Особенно еще, когда мебель заставится. Да, кстати, со всеми дверьми здесь, которые продаются, в комплекте идет скрип. Они новые, скрипят. Надеюсь, выстоят до заезда. Вот так вот. Вот это наш двор. Этот участок находится на повороте небольшом. Соответственно, у него задняя стенка участка намного шире, чем передняя. И, соответственно, двор здесь намного побольше, чем у других. Это то, что очень понравилось. У соседей есть дерево, и у нас тоже есть дерево. Как раз-то из-за этого дерева мы и выбрали этот участок. Но есть некая проблемка. Это дерево немножко
неловко себя чувствует, его надо немножко подлечить. Что с ним не так? Но если сравнить, в принципе, даже с такими же деревьями в других местах, то здесь очень мало листья, очень короткие веточки и тому подобное. Я нашел здесь такую проблему в нем, что в нем что-то проблема с корой. Мне кажется, оно немножко погибает. Вот, чик. Такая она отслаивается. То есть надо его спасать, выручать. Конечно, проще всего спилить дерево, но я все же за то, чтобы попробовать его восстановить, потому что новое дерево будет расти до такого размера очень-очень долго. А тень лишней в Техасе не бывает. Когда строителей здесь нет, то такая прям тишина, птички поют, красота. Можно прогуляться, посмотреть на все. Мы, кстати, когда подписали договор, здесь, как я сказал, была только земля. Ну и мы как бы месяц вообще не вспоминали об этом. Нам какие-то обновления присылали, но там вечно какую-то инспекцию ждали. И через месяц ради интереса заехали сюда. А здесь оказалось уже дом стоит. Каркас был, второй этаж еще не полностью, но тем не менее мы были, честно говоря, впечатлены. Вся улица уже была готова. Кстати, тоже, что интересно, вот смотрите, местный гипсокартон. Какой размер? У нас, кажется, там что-то 1,20 на 2,50 или 2,80 было. И 12 миллиметров. Здесь он почти 16, потолще. Это хорошо. На данный момент строители ожидают инспекции, городской инспекции, которая проверит, все ли они правильно сделали. После этого они уже смогут начинать закрывать, собирать стены. И после этого внутрянку все делать. То есть напольное покрытие, мебель и так дальше. Но ждем, посмотрим, что получится, потому что, может быть, какие-то будут замечания, их надо будет устранить, опять запланировать инспекцию. Это все как бы сказывается на сроках, поэтому будем надеяться, что они все сделали классно. Входная дверь постоянно хлопает, гэпает. Я ее чем-то пытался подпереть, но только я подопрусь, я еще раз приезжаю, все равно кто-то ее оставит. И она опять сквозняком стучит здесь. Надеюсь, она достоит до сдачи. Кстати, наконец-то ее запенили, и вот можете видеть, как запенили. Какой размер щели. Везде вроде бы одинаково, кроме как сверху. Сверху куда-то ушла, зазора нет. Так что здесь особо, конечно, с качеством не церемонятся. Делают так, как, не знаю, я даже так не делал никогда. Как я уже говорил, площадь этого дома чуть больше, там 200 квадратных метров, кажется. Здесь 4 комнаты полноценных, playroom есть, место, где можно просто собраться, поиграть. Есть такая вот living room, место, где можно принять ужин, просто посидеть, телек посмотреть. 3,5 санузла. 3,5. Зачем? Я не знаю. Здесь бы и 2,5 или 2, там, вот так хватило. Но, тем не менее, как положено, на первом этаже master bedroom, то есть спальня хозяев, там обязательно свой отдельный туалет, это как пить дать. Один чисто половинчатый туалет, то есть без ванны, это гостевой, он на низу находится. И на втором этаже один общий санузел с ванной и один на 2 комнаты разделен. Интересное решение, но как бы с таким запасом площади все же я бы по-другому немножко ее использовал. Ну, маємо, що маємо. Технология постройки здесь на самом деле очень простая. Сначала заливается фундамент, потом выставляется каркас, закрывается он снаружи каким-то таким простым тонким материалом, просто чтобы дождь не попадал. Потом инсталируется вся электроника, точнее электрика, ставятся коробки под выключатели, под розетки, под все что угодно. Ставится, монтируется вентиляция, вон куча таких труб идет. Сам кондиционер на чердаке находится, где-то там высоко-высоко, вот там. Монтируется газ, монтируется водопровод. Можно даже ради интереса посмотреть, сколько здесь розеток. Здесь просто валом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. На кухне понятно много. Здесь вот везде они натыканы. Ну, в принципе, это удобно, я вам скажу. Чем когда у тебя 1-2 розетки на комнату, надо 1000 тройников и удлинителей еще пихать. Мне больше нравится, когда в домах на входе есть кабинетик, и там в нем работаешь. Очень удобно, очень классно. Но здесь он настолько узкий, что даже дверь под углом поставили. Как-то так. Ну окей, что есть, то есть. Вот это вот playroom, место, где можно будет диванчик поставить, там телевизор, возможно, повесить большой, пошпилить. А дальше комнаты. Вот это вот, скорее всего, будет мой кабинет. Буду к соседям заглядывать туда в окна. Кабинет небольшой, ну, в принципе, как чисто поработать, достаточно нормально. Здесь вот ванна. Кстати, все ванны устанавливаются до чистовой отделки, естественно, поэтому они еще запачкаются много раз. Потом их еще, надеюсь, будут чистить. Ну, еще несколько комнат. Одна комната, там кладовка. Здесь тоже ванна. Привет. Ванна.
унитаз, раковина будет и переход в другую комнату. Так же было, как когда мы в Джесси жили еще в 2019 году, недельку. Интересная была планировка. Необычно, но удобно. Да, еще из неприятного, что здесь гаражные стены, они абсолютно никак не утепляются. То есть гараж — это горячая зона, утепляются только наружные стены в самом доме и те, что с гаражом граничат. И даже не утепляется, и точнее нет никакой шумоизоляции в стенах между комнатами. Это плохо, хотя я подозреваю так много где. Одна из важных задач на сегодня — это снять весь каркас, снять все коммуникации, которые там сейчас в нем установлены. Потому что когда стены закроют, видно, всего этого не будет. И когда в будущем надо будет там или шкафчик повесить, или где-то дырку сделать сквозную, или еще чего-то, то можно попасть в какие-то трубу или в провод. Поэтому прораб попросил заедь с Тарафиры, все, поснимай, потому что, возможно, пригодится. Прораб дядька классный, дал мне чертежи всего дома, что где как распланировано, куда установлено, размеры все. То есть не надо хотя бы этим заниматься уже. Все, тогда сейчас снимаем и идем за следующим делом. Соседи. О, у них, кстати, уже стены закрыли. Круто. У них тоже такой был аквариум, как у нас. Теперь оно все прикрыто хотя бы. Что здесь классно в этом доме, что здесь пошире вход, кладовочка всякая сразу возле входа. Есть такое патио небольшое с навесиком, то есть можно какое-то кресло поставить, посидеть, почилить. Мне нравится такое. Гаражик тоже уже закрыли, как могли. Какое-то добро оставили, электрика. Ну, в принципе, красиво, чего. Здесь тоже open floor называется вот это решение, когда нет перегородки между этажами. И вот такой высокий потолок, кажется. Довольно классно, довольно интересно. Но здесь кухня занимает эту вот часть. Соответственно, не так много места остается для ливинг-рума. У нас-то тоже не сильно много будет, но оно, конечно, за счет того, что худое и длинное, то создается впечатление, что там больше запас будет. И вот, смотрите, такая же ситуация. Такой же дом у нас с другой стороны. Вот у них 3 окна, а вот эти 2 окна, это в спальню, там, где наша мастер-бедрум будет. Поэтому все видно очень прекрасно. Ну, единственное, прораб сказал, что здесь высота забора будет такая, что особо видно не будет. Но если мы пойдем на 2-й этаж, оттуда все будет видно. Давайте пойдем глянем. Здесь хотя бы можно что-то показать, потому что когда стены уже закрыты, хотя бы есть понимание размера комнат, их наличия. Потому что когда ты еще в аквариуме, ничего это непонятно. Вот это здесь playroom. То есть здесь детки будут играться. Здесь, конечно, будет не глухая стена, а как в подъезде, знаете, вот эти балясины. Поэтому для маленьких деток будет опасно. Но тем не менее, возможно. И вот, можно вот так позаглядывать туда, в мастер-бедрум. Поэтому так себе решение. Что здесь классно, здесь на 2-м этаже вот это вот называется медиа-рум, то есть кинотеатр. Вы здесь заходите, у вас будет слева телевизор стоять. Точнее нет, наверное, справа телевизор или даже проектор будет, экран проектора висеть. А слева будут кресла какие-то крутые. Там он холодильничек будет. Там можно какую-то пивашку, водичку держать, виски. И все, пришел, сел и смотришь. Папка дома, включайте телек. Как-то так. А когда очень надо, когда много людей приедет, можно переоборудовать это в какую-то спальню небольшую. Здесь вот комнатка. В комнате есть тоже кладовочка. И даже, что интересно, свой абсолютно изолированный, скажем так, санузел. Конечно, он маленький, здесь нет кладовочки, чтобы какие-то полотенца спрятать хотя бы. Но, тем не менее, есть хоть так. В чем разница между спальней и плейрумом, точнее, и медиарумом? В том, что здесь нет никакой кладовки. Вот это вся разница. И окошки очень маленькие под верхом и не открываются, потому что здесь они, скорее всего, все будут завешены, здесь будет темно, как в кинотеатре. Ну а с другой стороны, что у нас есть? С другой стороны у нас еще 2 комнаты и еще один санузел. Здесь тоже 3,5 санузла. Вот мы заходим, там будет туалет, не, это кладовка будет. Здесь вот рукомойник, унитаз и ванна. Выход на чердак. Здесь на 2-м этаже будет постирушечная, как мы ее называем, ландри по-местному. Мне больше нравится, когда она на 1-м. Она все же создает кучу шума. И лучше, когда она вне комнат, а не в какой-то из комнат находится. Вот комнатка на 2-м этаже. Своя кладовочка. Кладовочки, кстати, вот эти, это очень обалденное решение в Америке. Потому что в Украине, да и в принципе всех там постсоветских странах, обычно глухая комната, и там надо где-то шкаф поставить,
В нынешнее время это шкаф-купе. Ну, когда его ставят, он как выделяется как отдельный объект, и немножко, ну, не то. А здесь просто дверь ты закрыл, и все, у тебя максимум кровать, тумбочка там, ну, если школьник здесь живет, стол можно поставить. Если просто спальня, там какой-то комодик, и все. У тебя ни шкафы, ничего не надо вот эти. Поэтому мне нравится такое решение. И еще одна комната с видом на въезд. Что у нас здесь? Просто голая стена. Она где-то размером 3 на 3 метра, может 2,80 на 3. Тем не менее, достаточно немало. У нас в Украине зала была 3 на 4,5 метра и казалась большая. Вот здесь даже окошки, кладовки, что немаловажно. А здесь вид на улицу. Красота. Такие дела, ребятки. На первом этаже только остался мастер-бедрум. Можем быстренько глянуть ее. И все. Мастер-бедрум лично на мое усмотрение кажется, что немножко меньше, чем у нас. Вот при входе у нас... А что здесь? Вот это как раз гостевой санузел. И сразу вход в мастер-бедрум. Вот это вот и вся комнатка. Но она тоже где-то 3 на 3 максимум. Хотя хотелось бы побольше, потому что если ставить кровать king size, то она шириной 2 метра будет. По полметра по сторонам останется. То есть вот это просто модуль для ночевания. В принципе, так оно и должно быть, но все же приятнее, когда больше места. Вот это вот их санузел. Тоже есть окошко. Здесь, походу, душевая какая-то будет интересная, не установленная еще. С этой стороны просто унитаз. Есть кладовочка. У нас даже кладовочки такой нет. Нам пилили и ванну, и душ, к сожалению. А вот это вот будет уже клозет для вещей. Все, ребятки, закончился тур. Погнали. Мне еще надо глины найти на завтрашнее мероприятие по восстановлению дерева. Я надеюсь, получится это все сделать. Да, здесь вот кухня. И в кухне здесь что за клозет? Здесь тоже это pantry называется. Да, вот так вот улица выглядит. Я пытаюсь найти глину, а она вся с камнями здесь. К сожалению, такая почва. Думаю, может где-то выработку какую-то делали, еще не развезли все. Может найду. Потому что глина мне нужна, и я ее даже в продаже не видел. Вот, представьте, какой дефицит. Вот, ребятки, я нашел такой же самый дом, как у нас. Он в более готовой стадии, и он не закрыт, можем зайти побродить. Сейчас быстренько пробежимся, покажу, как выглядит, а дальше уже хотя бы будет понимание, что да как. Вот это вход. Здесь уже все покрашено, все собрано. Вентилятор висит. То есть, как видите, здесь комнатка не слишком широкая, зато хотя бы глубокая. Здесь вот такая светлая кухня, довольно-таки неплохо смотрится. Технику еще не завезли, хотя в некоторых домах уже даже техника есть. Вот наш дворик. Вот как видите, здесь есть проблем, что вот так вот будет проходить забор с этой стороны и там. Соответственно, поменьше немножко дворик будет, чем у нас, но тем не менее, в принципе, достаточно неплохой. Окей, идем дальше. Мастер-бедрум, как я говорил, здесь то же самое, вид на соседние окна. Побольше, чем та, что была, где-то 3 на 3,5 метра может быть. Здесь ванна, тоже мебель стоит, пока нет еще раковин. Есть электрика. Вот это мне нравится компоновка, здесь вот на входе есть шкафчик для всякой утвари, и дальше есть большой душ. У нас же наоборот, здесь поставили ванну, здесь душ, шкафчика, извините, нет. Но выбирать не приходилось. Вот этот туалет такой, ну и кладовочка. Света нет, особо ничего не видно, но она не слишком большая. К сожалению, она маленькая. Что самое интересное, здесь ковролин часто ложат не в самом конце ремонта, точнее стройки. И люди еще грязными ногами ходят по нему. То есть это не считается плохо, потом просто почистят и все. Вот такой вот заборчик здесь будет, или как его правильно назвать. Вот это плейрум, где можно будет пошпилить, посидеть, какие-то игры. В нем даже своя кладовка есть. Вот, термостат для кондиционера еще не повесили. Такой узкий проходик, чердачок, все как положено. И вот эта комната, которая, по идее, должна быть моим кабинетом. Только не в этом доме. И тоже можно общаться с соседями, все отлично. С коммуникацией проблем не будет. Дальше у нас следующие две комнаты. Это немножко побольше, тоже с видом на соседей, как и везде. Здесь своя кладовочка. Кладовка, кстати, ну, она, понятно, меньше, чем мастер-бедрум, но, тем не менее, радует, что она есть. Здесь у нас санузел. Вот, здесь уже даже
Раковина стоит, унитаза нет, есть ванна. Вот темно, к сожалению. И отсюда у нас выход сразу в следующую спальню идет. Эта спальня немножко поменьше, чем предыдущая, но где-то 3 на 3, думаю, есть. Стандарт какой-то у меня, 3 на 3 все. Кладовочка, да и все. Идем назад. Выключатели, света нет. Все, ребятки, вот такой вот домик, маленький, не совсем просторный, ну, хотя бы не одна комната, уже хорошо. Поэтому на этом наш тур закончен. Спасибо, что были с нами, и поехали дальше. Ребята, доброе утро, у нас уже новый день, и пока еще утро, пока 7 утра, и есть немножко времени, и на улице всего лишь 23, а не 38, как днем. Я решил покататься на велике, потому что активность нужна какая-то, ходить пешком уже надоело. Да и плюс, вчера вечером разобрался, что, оказывается, у меня вопрос с глиной открыт. И это удивительно, здесь нигде нельзя найти нормальную глину, без камней, чистую и так дальше. Поэтому сейчас прокатаюсь по лесу и поищу, может, где-то есть места, где можно нашкрябать что-то. Также у нас сегодня будет митинг на работе по поводу бенефитов. То есть нашу компанию в январе этого года выкупили. И вот как раз сейчас финальный месяц нашего полного перехода в новую компанию. Поэтому сегодня будет объяснять, рассказывать, чем же нас будет еще заманивать дополнительно. Или как это правильно сказать. Интересный вопрос, еще подобных не было. Поэтому, в принципе, и так нормально нам оплачивают работу. Посмотрим, что еще могут добавить компании в США и, в принципе, на что здесь упор делается. Поэтому глянем митинг и обсудим. Еду по району, который я называю Азия, потому что здесь в основном индусы и китайцы. Когда вот по утрам или по вечерам здесь проезжаешь, то они в основном гуляют. Американцы, конечно, тоже есть, но те любят дома сидеть, телек смотреть или жарить стейки. А вот именно ребята с Азии любят гулять, молодцы. Да, еще, ребята, что меня удивляет в местном дорогостроении. Вот здесь был такой перекресток, не совсем комфортный, ну, как бы жить можно было. Ездили по 2 основным улицам с пересечением в этой части. И в прошлом году его немножко модернизировали, улучшили асфальт, поделали какие-то дела. И не прошло буквально 2 месяцев, как закрыли опять этот перекресток и решили делать 2-уровневую развязку. То есть, как можете видеть, здесь шел спуск, ну, в принципе, он идет. И здесь собираются сделать дорогу поверху. С этой стороны у нас подъемчик, плитами сейчас отсыпку всякую там утрамбовывают и ограничивают. Потом по ней будут уже асфальт на нее ложить. Там тоже была просто ровненькая дорожка здесь, теперь ее подымут. То есть получается, одна часть поднимется на развязку, а вторая сбоку пойдет в сторону, чтобы проехать насквозь этот перекресток. Но для меня не это самое главное. Главное то, что я нашел глину. Вот, немножко слямзим у ребят, я думаю, они не обидятся. Отлично, никаких камешков нет, супер. Все, приеду на машине, нагребу немножко. Тут поищем, может где-то здесь еще отсыпки есть какие-то ненужные, чтобы не брать из-под бетона. Еще такой занятный факт. Вот это шла дорога, новый асфальт, который, как сказал, положили. И за счет стройки сделали ответвление. Оно довольно-таки крутое. Поставили знаки, ограничения скорости, поставили такие светоотражающие элементы. И тем не менее, можно увидеть, что там вот кто-то подписал, вот там уже очень много раз расписали, там расписали. То есть все-таки водители невнимательные и машинами въезжают в эти блоки. Неприятненько. Ну, я так понимаю, они особо по этому поводу не расстраиваются. Пришло утро, и рабочие готовят стадионы, площадки к новым каким-то занятиям. Здесь, конечно, не приходят какие-то мировые соревнования, но тем не менее местные парни играют в футбол, учатся, тренеры их учат. Кто постарше, тоже порой бегает. Классная зона, это местный парк, он бесплатный, пожалуйста, приезжай, играй сколько хочешь. Если по какой-то причине вы себе взяли недостаточно воды, то всегда можно воспользоваться такими фонтанчиками. Набрать или попить. Вода, скорее всего, не очищенная, обычная, но она и обычная, довольно неплохая. Вот, кстати, пример. Написано, что поле открытое. То есть это поле уже подготовлено, можно на нем бегать, играть, заниматься. Вон уже какая-то тетя с мячом бегает. Там он 2 парня по воротам лупят. Единственное, что роса еще есть, но кого не пугает, то вперед. Если поле надо обработать, как вот то там ставят
переворачивают эту табличку на класс, и все, занимаются ребята, обслуживают, никто сюда не приходит. Вот такая культура здесь. Ребята, может, помните это место? Мы в августе сюда первый раз приехали, когда Диана начинала играть на пианино. Мы ее опять привезли к преподавателю, уже сколько? 7 вечера, 36 градусов, она учится, играет, а мы идем гулять с Еленой, которую все просят показать на видео, но которая редко появляется. Идем, пока 36, можно еще прогуляться немножко. Касательно митинга, то компания будет предлагать какие-то нам компенсации за тренажерки, за диетологов, за всякие здоровые образы жизни. Будет покрывать часть курсов, часть обучения в колледже, вплоть до того. Есть везде, конечно, свои лимиты, но пока хотя бы надо посмотреть, как оно все будет работать. Также будет новая страховка по здоровью. У нас в текущей только 2 плана было, в новой будет 8. И все это надо просчитать, какой выгоднее, какой лучше, чтобы не переплачивать денег, и чтобы покрытие все же было более-менее хотя бы. Поэтому есть над чем поработать. 1 июля у нас надо все документы эти уже подписать, поэтому сейчас будет месяц всех бумажек, всех бумажных работ. Единственное, что не сказали, я уже поздно об этом вспомнил, что отчисление в пенсионный счет, пенсионный фонд 401k, то, что называется здесь, за это что-то ничего не сказали, или я что-то упустил из-за того, что поздно подключился, потому что здесь обычно работодатель, в принципе, страна позволяет, чтобы работники могли какую-то небольшую часть своей зарплаты откладывать на свой пенсионный счет, а работодатель компенсирует такую же самую сумму. То есть в теории, если вы там $300 в месяц будете откладывать на пенсию, работодатель со своей стороны тоже 300 будет давать. Соответственно, у вас получается двойная сумма, и она накапливается, а на пенсию потом можно будет гулять. Смотря сколько, конечно, вы собираетесь за это все время, и не перегорят ли они на акциях. Отработал полдня сегодня в Клабхаусе, иду домой на обед. И что интересного, ребят, у нас за последние полгода, наверное, очень много людей сюда приехало в Бексли, наш комплекс. У нас уже в нашем местном чате уже за 30 человек перевалило. И поэтому здесь комьюнити растет. Много людей с Украины, с Беларуси приезжают, с России в том числе. Поэтому весело здесь уже, есть с кем пообщаться, если надо, на какие-то душевные темы. Очень неплохо. Пятница, работа кипит. Ребята приехали, будут что-то утилизировать из деревьев. Все в процессе. Сейчас еженедельно косят траву здесь у нас. И периодически приезжают, что-то с деревьями делают. К нам сегодня заселились 2 новые семьи. Ну, точнее, одна семья там просто девушка. И вторая семья тоже 3 человека. И кто-то из Харькова, кто-то из Днепра. Ребята из Днепра даже были у нас на встрече год назад. Поэтому уже раньше виделись. Теперь они будут жить в соседнем доме возле нас. Так что так потихонечку растет как-то наша община здесь. У нас сегодня какой-то прям дурной день. Нам срочно надо было сделать один небольшой проект, который зарелизить надо было неделю назад. Как всегда, все срочно, все спешно. И мы вот пытаемся его сейчас оживить кое-как. То есть я его полностью с нуля делаю. Он не сильно сложный, но тем не менее очень много входных данных, которые постоянно надо перебирать, делать. В итоге засиделся. А у меня сегодня запись на стрижку к барберу. Я уже опаздываю на несколько минут. Пятница, конец рабочего дня. И я думаю, что барбер не сильно будет счастлив, что я его так задерживаю. Ну, ничего, дам ему на чай, он будет доволен. Сейчас заодно глянем, как выглядят местные барбершопы. Они, конечно, очень похожи на те, что в Украине. Наверное, просто тут они испокон веков такие есть, а в Украине только эта культура начала лет 10 назад или сколько там зарождаться. Поэтому есть много чего общего, но тем не менее есть какие-то свои особенности. Я не скажу, что здесь стригут лучше, чем в Украине, я бы даже сказал, похуже. Маленько есть нюансы, позже обсудим, поэтому сейчас надо быстренько успеть и дальше поговорим на эту тему. Повезло, попал на зеленую волну и успел вовремя. Ну, точнее, на пару минут опоздал, но это, в принципе, отлично. Фух. Наконец-то меня постригли. Не знаю, как выглядит, хорошо или нет. Приеду домой, рассмотрю более внимательно. В чем разница барбершопа здесь и в Украине, то, что я заметил? В нескольких был, конечно, за все говорить не могу, только в тех, в которых я был. Здесь обычно не моют головы перед стрижкой или после стрижки. В Украине, помню, мыли и до, и после, для того, чтобы было чище, все же, без остатков волос, которые постригли.
Здесь, когда стригут, почему-то отворачивают от зеркала, и ты сидишь спиной к зеркалу, ты ничего не видишь, но везде полно телеков, ты смотришь всякие видосики, которые там транслируют, наслаждаешься, а потом только в конце тебе показывают результат. Но обычно еще ни разу не было проблем, чтобы сделали не так, поэтому такие две большие почти особенности я заметил здесь. Что по ценам? Просто побрить бороду около $10, кажется, стоит, а стрижка $30. То есть суммарно вот это все, что я сделал сегодня, $40 обошлось. Еще 10 я дал на чай, и я так понимаю, это достаточно, потому что он еще спрашивал сдачу, надо ли давать из чаевых или нет, потому что я налом давал. И как бы так, если обращаться к нашим, к иммигрантам, то они обычно около 50 за это берут, поэтому американские цены, в принципе, довольно-таки конкурентоспособные. Этот барбершоп находится возле железной дороги, возле станции одной из, на которых я раньше подрабатывал, точнее волонтерил. Я обещал рассказать, но так все не находил время, что здесь, да и как. По сути, это для энтузиастов железной дороги. Здесь работают одни волонтеры, за исключением одного парня. Он как бы там контролирует основные вопросы, все остальное волонтеры. Машинист волонтер, кондуктор волонтер, тот, кто за тормоза отвечает волонтер, персонал, который внутри все проверяет там и помогает обслуживать клиентов, тоже все волонтеры. То есть все деньги, не знаю, идут, наверное, на какие-то их проекты. У них есть проекты по восстановлению всяких локомотивов, вагонов. Они постоянно докупают какие-то такие вот старые вагоны, чистят их, что-то делают сами, за что-то подрядчики приезжают, делают. То есть очень много проектов здесь было. Я раньше приходил сюда с утра, один день в неделю, с 9 до 11 работал, в счет того, что вечером потом приходилось отрабатывать. Но почему я перестал ходить? Потому что здесь, так как все за бесплатно, то работают в основном дедушки, которые уже вышли на пенсию и которые уже просто наслаждаются временем своим. И так как это Америка, и так как это волонтеры, никто никуда не спешит. Мне, в свою очередь, спешить приходилось, потому что мне на работу надо было ехать. И получился такой момент, что я приезжаю к 9, много кого еще нет, и я хожу с одним дедушкой, раскладываю снеки всякие, водичку по буфетам в этих вагонах. То есть такие мелкие работы делаем, ничего особенного. Были моменты там с генератором, надо было 10-тонный генератор спроектировать ему раму и поставить в вагон. Но там чистка рамы шла долго. То, что я предложил, они сказали, да, окей, посмотрим, на этом все закончилось. И в принципе всякая основная техническая работа начиналась где-то ближе к 11, когда мне надо было уезжать. Я так раз 5-6 сюда пришел, поработал с ними, понял, что не то, что мне хотелось. Мне хотелось больше что-то технически поделать, а тут не до этого все же было. Поэтому пришлось отказаться от этой затеи, но, возможно, мы еще вернемся. Начинаются наши выходные, и, наверное, первый раз в этом году мы в субботу просто с утра идем в бассейн. Потому что сейчас 10 часов, 29 на термометре, народу там обычно в это время много, ребенку классно, она будет играться, радоваться там с детьми, а я могу там почитать книжку или тоже поплавать. Поэтому наслаждаемся погодой. Сегодня 41 или 42 передают, поэтому будет что-то очень чересчур, поэтому до обеда самое то, что провести время. Это мороженое, оно должно было быть по вкусу как лайм, но оно по вкусу как банан. Но вкусное мороженое. Так что все, ребенок мороженое получил, готово к бассейну. У нас еще есть большой надувной круг, если надо будет, возьмем, будем веселиться. Надеюсь, ветром тебя не снесет с ним, да? Нет, никогда. Я уже на нем буду сидеть. И я уже придумала, как его уже крепить к стульчику. Там же есть эти ручки. Я возьму стульчик и в ручку положу, чтобы он не улетел. Если будет улетать, то я как раз услышу, что стульчик улетает. Молодец, инженер, умничка. Ну и все же, чтобы день зря не проходил, надо вечером подготовить некоторые растворы для восстановления дерева, о котором мы говорили раньше. По сути, надо будет мне полностью убрать поврежденную кору и обработать ствол каким-то антисептиком. Для этого буду использовать Купромесо 4, это медный купорос 3%, разведу с водой. И дальше, когда все это дело уже высохнет, надо будет закрыть это место от воздействия атмосферы, закрыть это все глиной. Глина уже есть, вода есть, все, теперь мешаем. Есть водичка, есть ведра, есть купорос, сейчас намешаем 300 грамм, высыпем 10 литров воды, перемешаем и будет раствор готов. Итак, 10 литров мы замешали, теперь закрываем до лучших времен, продолжаем с глиной. Ребята, такая рутина, такие мелочи, возможно, не интересно вам, но я просто показываю свою жизнь.
Это на данный момент часть моей жизни, поэтому я это все показываю. Если вам интересно чего-то больше, какую-то тему, чтобы раскрывал, то тоже говорите, я буду стараться все же прислушаться ко всем мнениям. Так как медный купорос будет выполнять роль антисептика при обработке дерева, мы его также добавим в глине для того, чтобы все вероятные бактерии, которые не могут быть, также уничтожить. И все же безопасно закрыть ствол дерева от атмосферы и не занести никакую заразу. Поэтому мешаем сейчас глину вместе с синей жижей и готовим ее к работе. Все, ребята, миссия закончена. Уже у нас 11 часов почти, надо идти спать. Такое вот занятное дело для субботы, для вечера. Поэтому все было круто. И мы заканчиваем на этой теме. Продолжим уже со следующей недели. Покеда.